Мы хотим определить ее в настоящую семью, чтобы она выросла человеком. Ее родители лишены. Пьют сколько хочут, как хочут. И вы ее опекун. Да, И вы не молодеете, и девочка растет, да, правда ведь? да. Я очень скучаю по дочке и хочу, чтобы она скорее вернулась домой. Вы можете ее в тюрьму посадить, и А внука она и так вашего. на условном. За алименты, за долг. Лена, бросай пить, восстанавливайся в правах. Этим людям никто ребенка не даст обратно. Точка. 20 лет вы пьете. Нет, я вообще не... Нет, вы хотите сказать, что я типа вообще алкаш? 7-го вышел на работу уже Трезвый. трезвый. Как на работу пьяный пойдешь? За 2 года, если вы так хотите вернуть ребенка, вы что сделаете? Ничего. Они ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. А что они делали? И были ли сначала ограничения в родительских правах, или сразу было лишение? Добрый день. Очень страшная история, когда маленькая 10-летняя девочка вроде имеет родственников. А воспитывать, да и вообще в принципе, жить ей не с кем. Да, история действительно диковатая, тем более, что у девочки есть и папа, и мама. А вот есть ли? Сегодня в нашей студии Галина Братцева из Курганской области. Галина Степановна, здравствуйте. Здравствуй, Юля, здравствуй. С чем пришли? Что случилось? Ой, с чем я пришла? У меня теперь правнучка на воспитании. Ее родители лишены за пьянку. Вот. А сколько ей лет? Ей 11-й год, она кончает 4 класс. Так, и вы ее опекун. Да, официально, и уже 2 года, 3-й официально. Вообще-то, что, всю жизнь она со мной, ну, теперь уже официально. Ага. То есть вы ее воспитываете с рождения? Да, я прабабушка ее. А где все родственники-то? Почему вы ее А воспитываете? где все родственники? С Лениной стороны, с маминой. Все отказ написали в пользу меня, пусть Галина Степановна воспитывает. Дед родной есть, они все написали в опекунском отказ. Мне привезли ее опекунский отдел и милиция. Первый раз привезли на неделю. Подпиши, Галина Степановна, что никому не отдашь ее. Подписала. Второй раз привезли документы на полгода. Конечно, подписала. Но правнучка моя, что, вот, как я без нее, как она без меня. Подписала. Потом начались суды. Первый суд. Им давали это что, исправиться срок суд. Их ограничили, сказали, Да. вот вам полгода Да. на то, чтобы вы исправились. А они Полгода. не исправились. Не исправились. Потом год еще отложили, второй суд. Вот. Опять не исправились. А потом 3-й суд. И уже мне документы после его выдали официальные. Постановление, удостоверение до 31 года. Ну где же я до 31 года проживу? А вы сейчас сюда пришли, потому что понимаете, что уже не справляетесь. Да, да, именно поэтому я задалась таким вопросом. А сколько вам лет уж, простите? Мне 77. Я прабабушка. Ну, вам физически тяжело с Мне ним? физически тяжело, и уже я ее не могу воспитывать, потому что уже совсем не такое идет все. И в школе не так, и везде не так. Вот надо стала школа, перешла вот на госуслуги, На госуслуги, А, А вы я же интернетом этого не умеете? Не умею. Она сидела весь вечер, ребенок сидел, и вышла, и говорит, я сделала. И действительно, сейчас она учится, как все дети. Ну а дальше-то больше будет. И вы не молодеете, и девочка растет, правда ведь? Да, вот. Да. Давайте посмотрим, как вы сейчас с ней справляетесь, потом продолжим. Ну вот, тут мы и живем. Вот это наша кухня. Вот здесь моя печь старушечья.
Наша Дианочка вот заниматься рисунками, все, как приехала, так она нам все стены уж изрисовала. Вот здесь у нас, как говорится, комната. Тут у нас дедушка спит, мой отдых. Все, у меня здесь рабочее место и отдыхальное место. Дианину комнату сама она покажет, в какой она комнате живет. Все по ее вкусу сделано. Это моя комната. Тут я занимаюсь и рисую. Моя кровать. Мне нравится моя комната. Это моя любимая игрушка. Диана, где ты там? Что ты будешь завтракать? Стараемся каждое утро бутерброды мы ей разные делать. Дедушка, ты завтракал сегодня уж? Да, Ну, все тогда. Вот. Днем, конечно, мы супы Закрой. разные готовим. Вот. Закрой, пожалуйста. Закрыть. Диана часто сама лично готовит салаты, если я сильно болею. Дианочка у меня, конечно, с самого детства. Но вот сейчас, в настоящее время, она вот уже официально. Мы хотим, чтобы ее как-то нам помогли. Или с семьей воссоединили, со своей, с родным отцом, с матерью. Или определить ее в настоящую семью, чтобы она выросла человеком. А мне очень нравится жить с бабушкой и дедушкой. Я не хочу от них уезжать. Чего ты боишься так без нас или остаться? Чего ты так уж? Ну, ты же у нас такая послушная, хорошая девочка. Ну, что ты? У тебя на душе что так тяжело стало сразу вдруг? Видишь, дедушка-то с бабушкой старые, какие у тебя. Вот они были молодые, так что слов бы никаких не было. И бабушка-то, ты знаешь, какая у тебя больная. Лико, посмотри-ка, как я осенись болела, ты ухаживала, как за мной. Бежала из школы, ухаживала. У нас в студии ваш муж, и я смотрю, он слезами обливается. Здравствуйте. Здравствуйте. А чё плачете? Бабушку жалко. Воспитывать она тоже не может. И я тоже не родной, и мне никак ее не дают. Не дадут. Слушайте, ну давайте так, она же у вас живет. Дед вам помогает во всем. Ему просто официально не могут опеку дать, правильно Да. же? Потому что он ей чужой человек. Да. Вы с ним сколько лет уже? Мы с ним 44 года живем. Ну вот смотрите, так может он просто, она будет на вас записана, а дедушка будет все помогать, а потом она девочка-то взрослая, вы говорите, сама готовит, уроки сама делает, все сама. Юля, так разве в этом дело? А в чем? Вот. У меня опекунский, чтоб я никому ее не доверяла. Дед не родной не доверяла, а родители пьяницы. Вот. А как, я даже не могу, вот сейчас меня увозит скорая, привезут, что-нибудь со мной сделает, мне полегче, я сразу пишу отказную. У меня ребенок дома, мне ее нельзя оставить. Я только этого и боюсь, что ее в детдом. То есть вы боитесь, что Да. ее заберут в детский дом. Да. Из-за этого вы хотите заранее найти ей какую-нибудь Пока я живая. приличную семью при вас, Да. чтобы быть спокойной, что она хорошо пристроена. Чтоб я знала, что Что она семья не в хорошая. деревне в этой живет, ни друзей у ей, ни подруг. Деревня 7 стариков у нас, у ей нету ни подруг, ничего. Внука же тоже вы растили. Внука я растила. Пока он в армию шел, он не пил, не курил, нигде не болтался. Не А дружил. внук это ее папа. Да, он только знал нам помочь и в лес грибов, ягод насобирать. Это его было дело. В Потом армии он ушел отслужил, в не армию. пил. Да, пришел нормальным человеком, все. А когда запил-то? А вот когда года через 3 после армии-то пиво, мода какая-то была в баночках. Ну, я этого ничего не знаю, ни сцен, никого. Димочка, солнышко, ведь с этого начинаться. Баба, да ты чё, я вот баночку пивца выпью. Ну и с этого и началось. А потом женился на Дианиной маме. А мама? А мама, она его старше, она заранее была спившаяся. А у ней первый муж забрал одного ребенка сразу и ушел в другую семью, у него другая семья. А второй ребенок остался у ней, с ней мальчик. Подрос, 4 класса кончил, в 5 класс принимают в кадетский корпус. Его туда оформили, и он все-таки кончил.
его этот кадетский. Слушайте, так получается, что как только ваш внук женился на вот этой вот, как ее зовут? Лена. Лена, это мама Дианы Да, вашей. да. Так стал пить больше. Конечно, больше. Сначала его это все пугало, не устраивало. Она убежит, неделями дома нет. Он потом ее ищет по всему городу, ищет. Потом найдет ее, у них скандал, он ее набьет. Мы стали его умолять. Только ради Бога не трогай. Только ради Бога не трогай, чтобы тебя не посадили. Он ее бить не стал, и сам не стал учить. А милиция все, как ее дома нет, милиция, он сразу звонит, они ее ищут. То по интернету, то сами ищут, привезут ее домой. Вот так вот. Солнечный апельсин, бархатистая малина, деликатная черника, захватывающие вкусовые впечатления. Махеев, вы тоже это чувствуете? Слушайте, а после того, как их лишили родительских прав, они так за ум и не взялись, что ли? Так же Нет, пьют? конечно, им еще свободней стало. Они теперь прекрасно живут, пьют сколько хочут, как хочут. Ну, давайте мы сейчас маму Дианы, Елену Назарову, позовем сюда и спросим, о чем она-то думает. Как вас лишили родительских прав и за что? У нас лишили, что мы выпивали. Когда это было и при каких обстоятельствах? Расскажите. Ну, как-то они приехали с проверкой к нам домой. Так. У нас гость был, мы сидели, выпивали. И они сказали, что при ребенке, мол, нельзя выпивать, и что мы ее сейчас увезем к бабушке, чтобы она не видела этого. Угу. Так. А они почему вдруг решили к вам приехать? Ну, я даже не знаю, мне ничего не Ну, вы объяснили. на учете стояли, на вас кто-то пожаловался. Ну, ни с того, ни с сего органы опеки не приезжают, в дверь не стучат. Ну, да, стояли, наверное, да, на учете. А до этого им что не нравилось? Да все нормально было. Просто, что я не работала, муж один работал. И? Ну, у нас накопился долг за квартиру. И нам, ну как, получилось так, что отключили свет за долг. Угу. И вот они приехали, когда к нам домой, у нас света как раз не было. Они сказали, что в таких условиях ребенок не должен жить, почему она должна в темноте делать уроки. Я говорю, мы в темноте не делаем уроки, мы делаем это всегда утром. И я всегда с ней делала уроки. Училась она хорошо, что в садике была приличной, скромной девочкой. Слушайте, я думал, мы серьезно сейчас будем говорить, а вы какую-то пургу несете. Ладно, давайте так. Вы нам рассказали, как вы сильно тоскуете о ребенке до программы. Давайте посмотрим. Я очень сильно скучаю по дочери. Не хватает мне ее очень сильно. Скучаю. Она у меня долгожданная была. Несправедливо. Ну почему несправедливо? Кто-то что-то наговорил. Выпиваем по праздникам. Ну да, бывает, бывают гости соберутся. Ну, у нас таких пьяных гулянок никогда не бывает. А дочь постоянно жила с нами. Кто-то что-то сказал плохое. Приехали под ПДН и решили, что с нами ей плохо живется, что она должна жить у бабушки пока. Органы опеки сразу дали понять, что вернуть дочь нам не получится это все сделать. Считаем, это бесполезно к ним обращаться, что-то просить, что-то вымаливать. У них такая работа. Им не интересно, чтобы ребенок рос в семье. Они не хотят вернуть ее в семью. Они хотят ее, наоборот, утащить от нас куда-то, забрать и отдать в другую семью. Они сразу начали рыкать на нас. Они вообще, вплоть до того, что они даже хотели уже у бабушки ее забрать. Бабушка как переживала. У нее и сердце сразу все заболело. А мы-то как, я ночами спать не могла. Все, мне плохо было ребенка забрать у матери, которую я выносила под сердцем.
Я только одного не понимаю. Нам прабабушка, которая воспитывает вашу дочь, сказала, что, по сути, она у нее с рождения живет. Нет, это неправда. Почему? Она всегда в семье жила. К бабушке с дедушкой мы постоянно просто ездили на выходные, на праздники. Дианка на пару дней у нее оставалась. Она постоянно в семье жила. Слушайте, давайте Это серьезно. правда, что она говорит? Правда. Нет, Лена, бабушка- перестань оправдываться. И бабушку позорить перестань. Ну почему она у вас жила-то, когда опека ее забирала, Потому к вам всегда отвозила? Да, она у вас опека жила. к нам привозила. Она всегда И жила с нами, с Все семьей. началось. Значит, послушайте меня, дорогая моя. Я хочу простые вопросы вам задать. Когда органы опеки вышли в суд сначала с ограничением, мы вас ограничивали на полгода. Не было у нас такого. Как не было? Бабушка сказала, что было. Нет. Вас не сразу было. лишили? Не было. Нас сразу лишили. Хорошо, вот и вас, поставили вот на учет. подождите, вот вас лишили. Вам объяснили ваши права? Как вы можете восстановиться в родительских правах? Что Нет, для не этого объяснили, нужно нет. сделать? Они нас поставили на учет в наркологический диспансер. Отлично, и дальше. Вот. что? Мы туда ходили, отмечались, анализы постоянно сдавали. Вот я даже недавно в марте проходила. И что? Все, ничего не подтверждается, что я не алкаш. Ничего Они не брали подтверждается. анализы, биохимические анализы крови. И врач мне сказал, если ты пьешь, мы сразу это по анализам увидим. Скажите я мне, сдала пожалуйста, анализы, вам у меня все какие анализы хорошие. Какие условия вам поставили органы опеки перед тем, как забрать ребенка у вас? Сказали, вы можете восстановиться, если что. Не будете употреблять спиртные напитки. Так, вы сейчас А вы не употребляете? Нет. А почему тогда не А восстанавливаете? нам сейчас просто приставы объяснили, что пока у нас элементы, большой долг у нас насчитали. А какой у вас долг? Около 300 тысяч у меня. У мужа отдельный. У него там нам по-разному насчитали почему-то. А почему вы не платили алименты-то? Ну так, помогали, как могли, старались. Ну что вы помогали? Слушайте, вы для себя решили, что ребенок живет у бабушки. Чем мы бабушке будем деньги давать? Она же родня. Пусть воспитывает сама как может, на пенсию тащит. Пока у вас такой долг по алиментам, никто вас в ваших родительских правах не восстановит. Вы можете ее в тюрьму посадить, и А внука она и так вашего. на условном. На За каком алименты. условном? За алименты, за долг. А, ну вот. Сейчас я устроилась официально работаю. Элементы я выплачиваю. Вот смотрите, у нас 70% У нас вот здесь, вот посмотрите, да, уже второй экран мы показываем, там еще есть, еще. Это вот ваши долги за квартиру. 17. Несколько страниц вот этих вот долгов ваших. И вы говорите, что вы сейчас все заплатили? Тысяча. 8500. У вас сейчас нет 17. долгов? Есть. Мне даже не хватает, вот, чтобы за месяц за коммунальные услуги рассчитаться, что забирают много денег. А у вашего этого мужа? Также тоже вычитают 70%. А он тоже официально устроен? Да. А сколько у вас официальная зарплата? Официально 20 копейками. 20 копейками. Да. 70% вы выплачиваете в счет долга. Вы понимаете, что вы выплачиваете 14 тысяч в месяц, и у вас каждый месяц набегает еще, Да. еще. Вы никогда в жизни не рассчитаетесь за эти алименты. Я знаю. Ну. Но я хочу сделать так, чтобы мне как-то... А что вы для этого делаете? Вот вы где работаете? Ну, устроилась в столовую. А сколько дней в неделю вы работаете? Я вот только устроилась еще. До этого я только работала на другой работе. И какой у вас график был? Ну, там как бы особого графика не было. Ну, там, как не было? Ну, 2 через 2 где-то так. Ну. А кто вам мешал-то работать без выходных? У вас дома детей нет. Ничего нет. Тяжело. Тяжело? Ну, тяжело, слушай. А про бабушки воспитывать девочку не тяжело? Давайте посмотрим, как вы живете, что изменилось в вашем доме после того, как Тяжело у вас и работать. ребенка забрали. Все слышали? Я снег накидаю, да дом покажу. Вот наша кухня, ну, скорее всего, это мое любимое место в доме. В холодильнике у нас всегда есть продукты, еда. Вообще, вот Дианка вообще очень любит сильно пиццу. Мы с ней часто сами даже стряпали, она мне всегда помогала. В кухне у меня любимое зеркало находится, я люблю всегда выглядеть красиво. Люблю расчесываться, прически всякие делать. Дианке тоже постоянно делала какие-нибудь причесочки, косичечки заплетала. Сейчас Диму накормлю любимой пиццей.
Вот наш зал. Обычно мы здесь всегда утрами завтракаем. Вот тут понаставила игрушек, смотрю на них, Дианку вспоминаю. Вот комната моей любимой дочери. Диванчик любимый, мягонький. Игрушки. Вот у нее любимая куколка вот эта вот. Комната у нее полностью обустроена для подростка. Шкаф, стол письменный, шкафчики все тут, все у нее. Вот шкаф. Ну, конечно, сейчас вещей ее нету. Когда она приедет домой, и шкаф полностью, как бы говорится, принадлежать будет ей. Все вещи будут ее здесь. Я очень скучаю по дочке и хочу, чтобы она скорее вернулась домой. Да все еще ребенок не может оклематься. А от чего она не может оклематься? Жила где? Вот с этими... Она только первый год под стол не стала прятаться. Но А Мы ее вытаскивали все из-под стола. как она вернется к вам домой? Вы в своем уме? Вот вы понимаете, что ваша девочка любимая скоро окажется в детском доме? Я готова все сделать, чтобы этого не Вы произошло. ничего не сделали. Вам сказали лечь в больницу, в наркологический диспансер. Вы легли? Нет. Какие Зачем? причины? Хозяйство не на кого оставить. Какое хозяйство-то, я стесняюсь Вы спросить? приоритеты умеете расставлять в жизни своей? Или все там осталось, в бутылке? Ребенка вам никто не отдаст, потому что вы ничего не сделали для того, чтобы она вернулась домой. Что ты Точка. хочешь вернуть ребенка в семью. Давайте позовем сюда внучку Галины Степановны. Это сестра как раз муженька ее, вашего внука. И спросим у нее, что она думает об этой непростой ситуации. Может быть, есть родственники в семье, которые готовы ребенка забрать? Лена, бросай пить, восстанавливайся в правах. Все просто, да? Всё Они просто, пьют да. до сих пор? Я бываю у них в гостях раз в год. Когда приезжаю, никто не пьет. Раз в год. Раз в год. У меня тоже свои есть дети, свои заботы, работа. Как так получилось, что когда лишили вашего брата родительских прав, девочка все-таки оказалась у самого старшего члена семьи вашей? Ну, потому что сколько я узнавала, когда приходила, мне сказали писать там или отказ, или согласие. Я тоже ребенка не могу взять, потому что у меня съемная двухкомнатная квартира, и у меня тоже несовершеннолетние дети. А сколько у вас детей? 17 и 15 лет, у меня 2 детей. То есть вы просто не потянете? Нет, конечно. Я на съемной квартире живу, я плачу за это съемное жилье. У меня есть, конечно, своя квартира, лично своя, но там вообще у меня 18 квадратов. У меня муж и 2 детей. Дело же не в Я годах. считаю, что нужно как-то помочь этой семье, чтобы они или закодировались, или что-то, возвращали ребенка. Ребенок должен расти в семье. Нужно как-то для какой этого. семье? В какой? В родной, и с мамой, и с папой, они Вот для смотрите, этого вы родили. сейчас очень странные вещи говорите. А почему? Потому что 2 года было у этой семьи, Нет, где а должен лучше расти будет, ребенок. если ребенок пойдет в какую-нибудь приемную Я семью. задаю и как конкретный мне вопрос вам сейчас. Вы Что? вышли сюда и сказали, пить бросай. Пить бросать, Она конечно. за 2 года ни хрена не Закодироваться сделала. и бросить пить, чтобы ребенка как-то Давайте достучаться и включите вернули. мозги сейчас, пожалуйста, включите мозги. Этим людям никто ребенка не даст обратно. Точка. А вы с какого возраста пьете? Я пью с Всегда, какого? всю жизнь. Я откуда знаю, не помню. Но вам сейчас сколько? 46, Ну, пьете вы с какого возраста? Со скольки? ну, 25, с 25. 25. Вам сейчас 46. 20 лет вы пьете. Нет, я вообще не... Нет, вы хотите сказать, что я типа вообще алкаш? И я каждый день бухаю, да? Вы хотите это сказать? А между прочим, по анализам крови, Значит, там, милая мочи, моя, милая можно моя, это выявить, милая моя, алкаш я или кто, или милая наркоман. моя, послушайте, пожалуйста. Врачи, по крайней мере, то, этого что- не подтверждают. Им что я сейчас уже вообще не Да, употребляю. И то, хочу что- ребенка вернуть то, в семью. То, что вы алкаш, сказано в определении суда, который вас лишал родительских прав. Это Ну, не я наш- там уже все осмыслила, Это я не поняла. наша придумка. Теперь послушайте еще раз. Не надо мне говорить, что я алкаш. Еще раз. Я не алкаш. Еще раз я услышу это от вас, и вы отправитесь моментально отсюда домой. Без всяких надежд. Я работаю официально, я элементы выплачиваю. Вы и работаете выплачу в полном официально второй размере. день. И ребенка постараюсь Второй вернуть. день ты работаешь официально. Хотя лишена прав 2 года назад.
Смотрите, я пыталась вам просто объяснить, что с таким стажем алкоголизма вы рожаете ребенка, уже будучи сильно пьющей женщиной. В 36 лет. Я к тому, что ребенок мог родиться с определенными особенностями. Пьяное зачатие у нас никто не отменял. Вы когда последний раз были с девочкой у психолога или у психиатра? Никогда не были. Ну как они. мы были, когда мы и в садик устраивались, были мы на приеме у психиатра, ну просто сказали, что она скромная, может, как говорит, это попозже Садик пройдет у сколько нее. ей было, когда вы Психиатр говорит, у вас просто скромный ребенок. Я хочу посмотреть на отца, лишенного родительских прав, и услышать его планы. Дмитрий, идите к нам. Реально мне ничего, никаких рекомендаций не давали, вот сочиняемся. А вы что, к жене не сели? Смысл? Я думала, вы с ней решили разойтись. Нет. Я думала, к бабушке поближе, но... Забыл он и про бабушку, что она его вырастила, и про дедушку, про дочь, про все. Так, а вас за что лишили родительских прав? Выпивали? А сейчас? Нет. Давно не пьете? Давно. Сколько? Мы как и... Можно я скажу? Мы, Нет, как и я все хочу от нормальные него люди, услышать. Выпиваем После по Нового праздникам, мы не запиваемся. мы После Нового напиваемся. года какого числа вы перестали пить? 7-го вышел на работу уже Трезвый. трезвый. Как на работу пьяный пойдешь? Где бы я ни работал, ни разу меня на работе пьяного не видели. А 23 февраля? На следующий день на работу надо было. Мы не пили. Почему-то до сих пор у вас присутствует этот миф о том, что можно эпизодически употреблять алкоголь. Это же не так. Первая рекомендация – это абсолютная трезвость. Только так можно сняться с наркологического учета. И дело не только в анализах, которые там хорошие, как вы Раз в говорите. год. А выпишу направление и вам, и вам. Вот, пожалуйста, полный курс в клинике. Добро пожаловать. А потом эти рекомендации отправим туда, по месту жительства, наркологу. Вам предлагают лечиться, пойдете? Чтобы вернуть ребенка, я на все согласна. Вот скажите, вы на все готовы ради того, чтобы вернуть ребенка, а вы хоть раз бабушке предложили, а давайте я помогу вам скачать эти госуслуги, давайте я помогу хотя бы разобраться в электронном дневнике. Вы работаете сколько там, 2 раза в неделю, да? А вот вы скажете тоже, вот вы к бабушке не могли приехать и сказать: бабушка, давай я вам продуктов привезу, давай я вам что-то сделаю. В конце концов, больше работать, больше зарабатывать, больше помогать ребенку с бабушкой, тогда бы она, возможно, не искала здесь помощи у всего мира. А что вы хотите, вот вообще, вы лично? Ребенка вернуть хочу. Зачем? Зачем? Семья потому что должна быть. Должна быть? Должна. А она у вас есть? Есть. Нет. Сам воспитывался с бабушкой, с дедушкой. Спасибо им. За 2 года, если вы так хотите вернуть ребенка, вы что сделали? Получается, ничего. Пить перестали только в этом году, после праздников. Ой, И то, если вам У верить. вас какой долг по алиментам? Чуть больше 100. Это нормально? А у вас условка есть тоже? Нет, нету. То есть только у вашей супруги? Да. Ага. Потому что она работала неофициально, ей насчитали Понятно. больше элементов. А вы где работаете? Сейчас в ЖКХ. А что делаете? Слесарь-сантехник. Ага. А график какой? 5-дневка. А сколько зарабатываете? 27. А вы хоть раз бабушке своей помогли? Не дочке, а бабушке, которая вас воспитала. Всегда. Чем? И деньгами помогал. Когда он вам последний раз деньги давал? он уже не мне, уже когда Диана жила, и это начало еще, когда было до первого суда, он давал 5000 один раз во время суда, и 10 000 давал. Что, у меня хоть на лице раз- написано, что я алкашка, да? Я молчу. Это люди говорят. Люди говорят. Диана про родителей вспоминает часто? Нет. Мы ее всегда заставляем папе позвонить. Она первый год она сама, ребенок, ему нужны папа, мама. Она больше с папой общалась. У нее папа. Вот папе, как прибегать со школы, звони папе. Или папа сам, когда более-менее еще не так спивался, как вот сейчас, он ей после работы звонил.
Мы знали, что он ей звонит. А теперь уже мы только ее просим: Диана, позвони папе, хоть узнаем, в каком они состоянии. Она не хочет уже звонить и узнавать, какие они. Понятно. Просто мы с Дианой тоже немного поговорили. Давайте посмотрим. Семья для тебя это кто? Ну, это с кем ты сейчас живешь, правильно? А с кем ты живешь? С бабушкой, дедушкой. Это для тебя семья. А мама и папа? Тоже. Семья, Ну, да? да. А ты с мамой и папой хочешь жить? Да. А в другую семью хочешь? Нет, Почему? не знаю. А про бабушку скажи, какая она у тебя? Добрая, А дедушка какой? добрый, умный, смешной. Дедушка смешной, да? А чем он тебя так веселит? Смешит просто. А мама какая у тебя? Добрая, умная, веселая. Папа какой? Добрый, умный, веселый. А ты какая? Что ты о себе можешь сказать? Добрая, веселая. А почему не общительная? Не знаю. Вот мы здесь слышали, как родители горе, лишенные родительских прав, пришли в студию федерального канала и говорят: мы хотим, значит, вот чтобы ребенок жил по-прежнему с нами, мы хотим восстановиться. Но почему-то органы опеки об этом вашем желании вообще ничего не знают. Почему вы им-то не сказали, что вы хотите снова быть родителями? С нами на связи сейчас начальник отдела опеки и попечительства, отдела образования администрации города Шадринска Елена Ринатовна Сухорукова. Здравствуйте, Елена Ринатовна. Добрый день. Спасибо, что вышли с нами на связь. Вот сидят два горе-родителя, уже бывших родителей, лишенных родительских прав. Разводят ручками и говорят: а мы не знаем, за что нас лишили. Можете нам рассказать, за что их лишили, и были ли сначала ограничения в родительских правах, или сразу было лишение? А то они рассказывают, что света в доме не было, и вы такие злые их лишили. 28 марта 2023 года в отдел опеки и попечительства города Шадринска вышел с исковым заявлением Шадринский районный суд о лишении родительских прав в отношении Назарова Дмитрия Александровича и Елены Александровны, так как они ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности. А что они делали? Родители неоднократно привлекались к административной ответственности. За что? За распитие спиртных напитков, за самоустранение от воспитания и содержания в отношении своей дочери несовершеннолетней. Дмитрий Александрович привлекался 9 раз, Елена Александровна привлекалась 11 раз. Ага. Свет у них дома отключили. Скажите, пожалуйста, у них же после суда была возможность обратиться к вам, понять, что они делают не так, исправиться как-то и изменить ситуацию? Да, конечно. Но с момента вступления в законную силу решения суда и до настоящего времени ни Елена Александровна, ни Дмитрий Александрович в отдел опеки с вопросом о восстановлении родительских прав не обращались. Елена Ринатовна, скажите, пожалуйста, у нас тут такая дилемма возникла. Галина Степановна, ну, вы, может, знаете, может, нет, у нее такие проблемы со здоровьем бывают. Вот, но пока опекуном является официальным только она. Но у нее есть муж, они 43 года вместе. А нельзя опеку и мужу тоже дать, понятно, что он не кровный родственник, но на случай, если бабушка, допустим, в больницу уехала, чтобы ребенок оставался в доме, ну, официально. Вот они за это очень переживают. Если бы Галина Степановна обратилась в отдел опеки с данным вопросом, то, конечно, все решаемо. Если никаких противопоказаний для этого нету, то есть если дедушка не состоит на каких-то учетах, то все может быть, конечно, на время, даже на время госпитализации Галины Степановны можно оформить предварительную опеку на дедушку, чтобы ребенок не оставался без попечения. А мы сейчас у дедушки спросим, вы судимый?
Нет. Нет, вы не судимы ни на каких учетах в наркодиспансере, психдиспансере. Нигде не стою. Нигде не стоите. Не пью, не Смотрите, курю. вот нигде не стоит. Если они вдвоем к вам придут и заявления необходимые напишут, рассмотрите их вопрос, потому что это важно, потому что Галина Степановна дико переживает каждый раз. У нее, ну там, Конечно, давление. этот вопрос рассмотрится. Да, спасибо вам большое. Всего доброго. Может быть, есть смысл просто в городе Шадринск найти волонтеров, которые помогают как опекуны детям. Вот я, например, тоже там в свое время, мы так ездили, помогали, понимаете, или вот людям, что, например, раз в неделю там одна какая-нибудь женщина активная приехала, раз в неделю другая, коллективно, понимаете, приехала, с девочкой уроки сделала, продукты, бабушке помогла, уехала. Несколько семей надо, один день там, 3 часа в неделю, 3 семьи, понимаете, наверняка есть люди там, может, состоятельные. Пусть ребенок живет с бабушкой, пока, дай бог, ей здоровье там, и низкий поклон за это, да, и с дедушкой. Сын тоже может, надо поскорее вылечиться, хотя бы сыну, значит, с женой сепарироваться с семьей, понимаете, это не семья, как бы в полном смысле. И жить рядышком где-нибудь, выпросить у опеки возможность видеться с ребенком, там, не знаю как, и жить с бабушкой со своей, помогать и бабушке, и дочку воспитывать, понимаете? А жена там через годик-два, если вот она ляжет в больницу, когда будет время, может, после этого, ну, там поглядим. 3 семьи в городе Шадринск есть? Вот, пожалуйста. 3 там есть, я уверен, активные мамы, у которых многодетные, которым будет, извините, не лень, да, взять своих детей, поехать к этой девочке в этот город, посидеть, чтобы ее дочки поиграли, чтобы ей было весело. Я могу точно сказать, что на данный момент вариант бы приемной другой семьи не рассматривать. Именно почему? Из-за вопроса адаптации. Даже при консультации моей с ребенком ребенок убежал, ну вот обыкновенный кабинет, она в дальний угол, она не смотрела на меня, она боится контакта. И когда вообще зашел разговор, ты вообще понимаешь, почему, что тебе нравится? То есть она боится вообще с другим человеком в принципе разговаривать. И, ну, давайте будем тоже откровенны, это не будет являться беспроблемным ребенком. Поэтому в какой среде она растет, я за то, чтобы, да, привлекалась помощь бабушке, опекунство оформлялось временное дедушке. Но они пообещали вам с опекой Да, то помочь. есть идите разбирайтесь, потому что этой девочке в данном психоэмоциональном состоянии ей точно не будет лучше, если ее просто выдернут из того, к чему, Да, ну, тех да. условий, к которым она привыкла. Видите, доктор говорит, доктор-психолог с внучкой, с вашей правнучкой Мы разговаривал. сами знаем это все. И говорит, что плохо ей в приемную ей, семью. если ее, даже я вот говорю, что я согласна, но если ее уберут, я же уже не проживу. Вы вот пойдете с дедушкой и на время, пока эти в себя приходят, а может, они никогда все они придут, мы же этого не знаем, вот, сходите и дедушке опеку сделаете. Значит, смотрите, у вас есть телефон редакторов наших, да? Вот вы сходите с дедушкой в опеку, и потом, что бы вам там ни сказали, сразу позвоните редакторам и расскажите, что и как. Я никогда не жаловалась ни на кого. Не надо же, у вас Да, есть права. У вас не только, у нас послушайте меня меня, сразу у вас не только обязательства есть по поводу этой девочки, у вас есть права, понимаете? Вы должны их реализовать с помощью органов опеки. Так... Удачи. Кристина, ты что употребляла? Кристин. Она употребляет очень тяжелые наркотики. И в этом наркопритоне растут 3 несовершеннолетних детей. Переживаю за своих брата и сестер. Все нормально, совсем справляюсь. Единственная проблема, что наркотики. А кто выпрыгнул в окно? Друг ее... Ну, к вам в клинику она в каком состоянии поступила? Ее ломала, ей сейчас не очень хорошо. У вас есть галлюцинации? Это было раз. Завтра очередная белочка постучит к вам в окно, и дети покажутся демонами. У меня через 2 года ребенок пойдет в школу. А целый подъезд забит наркоманами и ее дружками. Что подъезд притон, что квартира ее притон. В квартире у меня никого нету. Правда, что дети даже просились к вам жить? Средняя Кира прям криком: бабушка, забери меня к себе. Вы им не бабушка, и вы тоже боитесь, что их заберут в детский дом, Да. верно? А у Киры и у Артема есть бабушка. Есть. А что она их Она-то не заберет? считает наоборот. Давайте ее позовем.